Военный грузовик с гремящими колесами тянулся по извивающимся горным дорогам Карпат, труднодоступным местам, где природа оставила свои следы на каждом повороте. Именно сюда, на высокую горную базу, направлялся экипаж, полным ходом и с поразительной целью. Вскоре он остановился у ворот госпиталя, расположенного на краю обрыва, с отточенной точностью, как будто это был его последний пункт назначения. Дверцы машины резко распахнулись, и два солдата выбежали наружу, словно выброшенные из штормового океана. Один из них поддерживал другого, молодого мужчину по имени Алекс. Его лицо было перекошено от ужасной боли, испытываемой в каждом мускуле, а живот впечатлял даже самых опытных глаз до такой степени, что не верилось увиденное. Он был ненормально огромным, как будто мужчина находился на завершающем этапе беременности или принял участие в некоем научном эксперименте. «Помогите!» — закричал солдат, поддерживающий Алекса, выражая запредельную тревогу. Его голос рвал тишину, заполнив коридоры госпиталя, из которых раздавались звуки медицинских приборов. «Он не может стоять! Ему очень плохо!» Доктор Марко, только что начавший утреннюю смену, мгновенно реагировал на этот крик. Его ботинки гремели по мраморному полу коридора, когда он несся к приемному отделению, нарастая духом. Он остановился как вкопанный, увидев странную картину. Перед ним стоял мужчина в полной военной форме, возрастом не более 25 лет, с животом, как у беременной женщины на последних сроках. «Боже мой!» — выдохнул доктор, отступая на шаг назад от шока. Его удивленный взгляд метался между лицом солдата и его чрезмерно округленным животом. «Это невозможно! Если бы я не видел это собственными глазами, никогда бы не поверил в такое чудо!» Поняв, что время против них, медики быстро положили Алекса на носилки. Рабочие были натренированы действовать быстро в таких ситуациях и перенесли его в диагностическое отделение. По пути тот осыпал их стонами, крепко обнимая живот, как будто это могло помочь облегчить его страдания. Солдат по имени Лиам, сжимая свои ладони, объяснял ситуацию. Его зовут Алекс. Месяцев 8 назад у него стал расти живот. Мы думали, это что-то с желудком, но теперь он говорит, что чувствует в себе движение. Он чувствует, как будто что-то толкается внутри. Доктор Марко наклонился ближе к животу Алекса, положив на него руку, и сильно вздрогнул от того, что ощутил. Внутри действительно чувствовались движения, толчки, как у плода, которые невозможно было с чем-то спутать. Его профессиональный опыт не оставлял сомнений. «Сделаем УЗИ, срочно!» — прокричал доктор, уверенно шагая в сторону процедурной. Спустя 10 минут они уже находились в кабинете УЗИ. Гель, датчик, монитор — все необходимые атрибуты для диагностики. Сначала на экране появлялись размытые пятна и шумы, потом формы. Сначала одна, потом вторая. Доктор шокированно произнес: «Это близнецы». Лиам отступил на шаг и сжал рот рукой от шока. Он все еще не мог принять реальность происходящего. «Но он же мужчина!» В этот момент Алекс беспомощно стонал, а пот, как струйка, стекал по его лбу, окутывая его в атмосферу волнения. Внезапно послышался привычный всплеск жидкости, амниотическая жидкость. Воды отошли. «Нам нужно в родильное отделение! Немедленно!» — крикнул доктор, осознав, что роды стали неизбежной реальностью, которую никто не мог предотвратить. Уже в родильной палате, где царила повышенная напряженность и профессионализм, Алекс прошептал: «Я не хочу кесарева, я смогу родить сам». Собрав последние силы, он стянул армейскую форму, и тут для врачей открылась истина, способная свести с ума. Алекс на самом деле был женщиной. Ее звали Алиса, и это был близнец того самого Алекса, который считался пропавшим. Прошло несколько месяцев с момента, когда на одной из боевых тренировок в горах Алекс наткнулся на подозрительные документы о хищениях
имеющих отношение к высокопрофильному делу. Он не успел рассказать никому, его быстро выследили и попытались устранить. Выжить удалось лишь чудом, скрывшись раненым в изолированном домике своей сестры, где был набор старых запасов. Узнав правду о произошедшем, Алиса, служившая в другом батальоне, осознала всю серьезность ситуации. Она приняла решение занять место брата, чтобы собрать завершающие доказательства и передать их прессе и военной прокуратуре в стремлении восстановить справедливость. Алиса притворялась братом, скрывая беременность и подстраивая свой голос, жесты и манеры, изо всех сил стараясь создать впечатление, что она на самом деле мужчина. Однако живот продолжал расти, и каждый день становился все более опасным. Введя себя в роль, она не могла предвидеть, какой трудный путь ей предстоит. Сложнее всего было скрывать правду от Лиама, лучшего друга Алекса, которому всегда было свойственно быть внимательным. Он пытался говорить с другом, предлагал помощь и поддержку. Лиам замечал, что что-то не так. Друг забыл важные моменты их жизни, вдруг стал вести себя иначе, избегая раздевалок и тренировок. «Ты стал другим, брат», — однажды сказал он, полный беспокойства в голосе. «Я знаю тебя с академии, и сейчас передо мной кто-то чужой. Я не знаю, что с тобой произошло, но это определенно не просто болезнь». Алиса смотрела на него с невыразимым горечью и страхом в глазах, сдерживая слезы и проклиная себя за обман. Чувство вины так давило, что она не могла говорить. Она решила держать все в тайне до тех пор, пока не придет время обнажить правду. Когда начались сильные схватки, их тяжесть и интенсивность говорили о том, что время на исходе и момента в далеком будущем уже не вернуть. Это был последний час, и она знала, что ее время истекло. В тот же день капитан Гордон и сержант Миллер, подозревавшие, что Алекс раскусил их планы, направились в госпиталь, чтобы устранить появившуюся угрозу. Они уже пытались избавиться от Алекса в прошлый раз, однажды сбросив его в реку под предлогом несчастного случая, но он сумел выжить с помощью везения и теперь собирался вернуться. Когда случились роды, все оказалось так неожиданно. Алиса, поднимая отекшие руки, передала доктору флешку с документами, которые могли разоблачить преступные факты. Секунды казались вечностью, пока Гордон и Миллер вбегали в палату, и к ним уже приближались военные следователи. Но затем издалека появился Алекс. Настоящий, изможденный, но живой. Он вошел, опираясь на трость, и сказал с подавленной решимостью: «Все кончено, Гордон», глядя офицеру в глаза с непередаваемым презрением. Алиса, уставшая, но снова чувствующая себя свободной, сидела в кресле, крепко держа на руках двоих новорожденных. Ее лицо было мирным, несмотря на испытания, перенесенные за долгие месяцы. Она знала, что долгожданная правда одержала победу, но за этой победой стояла высокая цена — месяцы страха, боли и одиночества. «Это все ты? Все это время?» — произнес Лиам, не веря своим глазам и чувствам, которые ярко отражались на его лице. «Нет», — тихо и уверенно произнесла она, не отводя взгляда. «Я Алиса, его сестра. На протяжении всей этой борьбы я пыталась нести не только его бремя, но и правду. За тех, кто не может говорить. За каждого солдата, которому угрожали, и за честь нашей семьи. За право просто быть собой, даже под чужим именем. Я сделала все, что могла. И если нужно, я бы сделала это снова». Таким образом завершилась запутанная и необычная история о беременности на горной базе. Хроника лжи, предательства, силы и, в конечном счете, семейной любви. Это была история, в которой мужчина оказался женщиной, и где правда, несмотря на все преграды, одержала верх. После событий их история разлетелась по всем новостным каналам,
став символом силы духа, братской и сестринской любви и напоминанием о том, что даже в самых мрачных обстоятельствах правда всегда находит свой путь наружу. А новорожденные мальчики были названы Лев и Артур. Один был спокойным и молчаливым, другой — с крепким голосом и зоркими глазами, словно с самого начала готовился к исследованию окружающего мира. Они пришли в этот мир, где их мать однажды надела чужую форму, отказавшись от своей идентичности и пройдя через страх, боль и одиночество, чтобы защитить свою семью. Она не только выжила, она одержала победу. Эти дети были не просто ее продолжением, но и символом ее подвига. Каждый их день начинался с взгляда их матери, наполненного любовью, защитой, тревогой и надеждой на то, что они вырастут в мире, где никому не придется носить чужое имя ради правды. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.